Приветствую, драгоценные, на канале Изумит. С вами Анастасия Меркушова. Как сделать такие цветочные кейны из холодного фарфора и использовать их в создании украшений в технике 3D мозаики, смотрите далее. Для работы нам понадобится плотный домашний холодный фарфор, как крутое тесто. Мы уже делали такое под видео в описании, смотрите ссылки. Раскатываем фарфор очень тонко. И вырезаем по шаблону квадратики из разноцветных пластов для дальнейшего удобства в работе. И складываем, предварительно смочив поверхности влажной салфеткой. Для лучшего соединения, так как холодный фарфор подсыхает во время работы. Возьмем первый трехслойный квадрат и раскатаем его, вытянув его по одной стороне. Второй квадрат пока отложим, накроем пищевой пленкой. Раскатанные делим пополам и складываем вместе. Теперь с помощью такого шаблончика делим пласт на одинаковые отрезки. Мы будем делать 5 кейнов лепестков для цветочной трости. Так как трость из холодного фарфора мы не будем вытягивать и все ее составляющие тоже, то мы делаем каждый кейн по отдельности в полном размере. В этом варианте толщина пласта должна быть намного тоньше, чем ширина отрезка, для того, чтобы можно было соединить края. Соединяем и придаем форму капельки. Делаем так и с остальными отрезками. Получаем 5 кейнов лепестков. Оставляем их сушиться на сутки для фиксации формы. Берем следующий пласт, раскатываем также по одной стороне и будем соединять зеркально. Между ними сделаем прослойку красного холодного фарфора. Пласты увлажняем влажной салфеткой для лучшего сцепления. И прикатываем. Теперь мы сделали пласт немного толще по сравнению с предыдущим. И отрезки по ширине сделаем короче. И разрезаем на 6 частей для 6 кейнов лепестков. И защипываем 2 края. Повторяем и оставляем кейны сушиться на сутки. Следующий вариант. Берем 2 цвета фарфора и на толстый пласт красного фарфора накладываем тонкий пласт розового. Прикатываем. И затем тупой стороной лезвия вдавливаем розовый фарфор в красный. В результате этих действий пласт разъезжается, поэтому необходимо с боков к центру пододвинуть. Такая волнистая поверхность будет создавать волнистый контур лепестка. Делим пласт на 5 отрезков, отступая 1 см. Толщина пласта должна быть такая, чтобы можно было соединить края отрезков. Аналогично сделанные кейны оставляем на подсушку. Следующий вариант делаем наподобие предыдущего, но отличие в чем? Также делаем толстый пласт, накладываем на него тонкий, прикатываем. И затем тупой стороной лезвия тонкий пласт вдавливаем в розовый. Также сдвигаем края. И теперь этой фактурной стороной пласт разворачиваем к шаблону, прикатываем. Нарезаем отрезки. Соединяем нижние края. Нижний пласт, который мы вдавливали, будет создавать узор у основания лепестка. Чем толще отрезки, тем лепестки будут длиннее. Оставляем также подсушиваться на сутки. Следующий способ создания кейнов лепестков — это
Раскатываем длинную колбаску. Очень удобно это делать с помощью плоского предмета какого-нибудь. Используя шаблон, можно легко рассчитать длину колбаски и количество отрезков. Еще обернем колбаску в тонкий пласт красного холодного фарфора. Затем несколько изменим форму. Линейкой сделаем углубление. А с противоположной стороны защип. Соизмеряем с шаблоном и нарезаем отрезки. Итак, мы получаем 5 кейнов лепестков. Далее воспользуемся экструдером. Выдавливаем тонкую колбаску. Делаем мини-кейны с круглым сечением. Нарезаем на 5 отрезков. Из оставшейся части колбаски мы сделаем 6 мини-кейнов каплевидной формы с помощью линейки. Оставляем сушиться. Из остатков фарфора с помощью насадки с отверстием большего диаметра делаем колбаску потолще. Придаем ей каплевидную форму и разрезаем на 5 отрезков. Подсушиваем. Из других остатков фарфора делаем толстый пласт и тупой стороной лезвия вминаем поверхность. Если по шаблону нет подходящего размера, можно сделать и на глаз. Разрежем на 5 частей. Защипываем нижние края. Кейн лепестка получается с зубчиками наверху. И вот сутки прошли. Кейны достаточно подсохли и форма зафиксировалась. Также сделали и подсушили серединки для цветочных кейнов. Понадобится сырой и холодный фарфор, клей ПВА, лезвие. С одного края равняем кейны. Ненужные срезы собираем. В следующем видео покажу, что можно с ними сделать. Для серединки этого цветочного кейна сделаем колбаску из сырого холодного фарфора. Скатаем в виде рулетика. Затем кейны лепестки смазываем у основания клеем ПВА. И немножко их оставляем, чтобы клей впитался. Затем склеиваем между собой. Формируем цветочный кейн. И хорошо теперь прижимаем друг к другу. Периодически повторяем процедуру. Подобным образом делаем и следующий кейн. Для серединки используем сырой холодный фарфор.
Хорошо ужимаем. Далее таким же образом. Для этого кейна мы воспользуемся подсушенной серединкой соответствующего размера. Также хорошо ужимаем и периодически повторяем этот процесс, чтобы кейны хорошо склеились между собой. Для соединения кейнов с круглым сечением сделаем из сырого холодного фарфора колбаску того же размера. Смажем клеем ПВА и соединим вместе. Для следующего кейна также воспользуемся подсушенной колбаской соответствующего диаметра. В этом варианте мы тоже будем использовать подсушенную серединку, но еще будем ее оборачивать в сырой холодный фарфор. Затем кейны-лепестки будем приклеивать не прямо, а под углом, так как для 5 таких кейнов серединка большая. Для прямого соединения потребовалось бы больше лепестков. Вариант под углом не менее интересен. Таким образом можно соединять и другие виды кейнов. Затем кейны хорошо друг к другу прижимаем. Еще можно сделать и такую цветочную трость из таких кейнов-лепестков. 2 в одном, с цветными зубчиками наверху и другим цветом у основания. Обождав немного, когда склеются кейны, делаем срезы. Смотрите, что получилось. Благодаря тому, что плотный холодный фарфор при подсыхании держит свою форму, трости цветочные не деформируются при нарезке. Подсушенные серединки, которые мы использовали для создания цветочных кейнов, сохраняют свою форму. А из сырого холодного фарфора серединка при надавливании разъезжается. В этой трости мы для серединки использовали и подсушенный, и сырой фарфор. Подсушенный сохранил свою форму, а сырой разъехался. И вот что получилось. Из холодного фарфора можно сделать трости на срезе с четким контуром цветка. Подсушенные серединки и кейны при склеивании сохраняют свою форму, а сырой фарфор
разъезжаются. Так серединка, скрученная в виде рулетика из сырого холодного фарфора, деформировалась, в отличие от подсушенной. Некоторые трости можно делать и без серединки. Если мы еще некоторое время храним трости, то для этого мы обязательно плотно оборачиваем их в пищевую пленку. Или делаем срезы, высушиваем и храним в органайзере. А теперь сделаем украшение. Из остатков холодного фарфора сделаем основу для колье. Раскатываем и вырезаем нужную форму. Крепим крепление для фурнитуры с помощью клея ПВА и холодного фарфора. Потом определимся с расположением цветов. Вот так получилось. Цветочки цвета основы не совсем сюда подходят. Далее приклеиваем цветы на ПВА. Закончив, оставляем подвеску до полного высыхания. Можем высушить на плоской поверхности, либо, используя посуду, сделать вогнутой формы. На ваш выбор. И затем покрываем лаком и крепим фурнитуру. И вот такие украшения можно создавать из холодного фарфора. Цветочные трости можно делать и более сложные. Всевозможные подсушенные трости склеиваем клеем ПВА и пространство заполняем сырым холодным фарфором. Всем большое спасибо за внимание. Создавайте свой изумит. Творческих вам успехов и до новых встреч, друзья. Подписывайтесь. Пока!